Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. В этом видео мы поговорим о лягушках, но не об обычных лягушках, которые живут в ближайшем пруде и болоте, а о самых удивительных представителях бесхвостых земноводных. Лягушек сложно назвать милыми и красивыми, они редко вызывают восторг и мало кто рад встрече с ними. Но специально для вас мы выбрали 11 самых необычных лягушек, которые, пускай и не заслужили всемирной любви, но точно достойны вашего внимания. Они отличаются сюрреалистическим внешним видом, нестандартным поведением и поразительными размерами. Вы познакомитесь с самой большой лягушкой на планете, со стеклянной жабой, с лягушкой, размножающейся самым мерзким способом в мире, с летающим земноводным и со многими другими. Смотрите это видео до конца, если хотите поменять свое мнение об этих животных и лично убедиться, что чудесные лягушки встречаются не только в сказках, но и в реальной жизни. Бразильская рогатка. Лягушка, как осенний лист, идеально подобранный камуфляж, чтобы оставаться незамеченной. Она достигает длины до 20 сантиметров и может весить около 1 килограмма. Она имеет короткие толстые ноги, массивную голову с большими глазами и широкий рот. Тело земноводного покрыто буграми и выростами. На голове у лягушки есть 2 рога, которые выглядят как маленькие шипы. Они служат для защиты от хищников и придают лягушке угрожающий вид. Бразильская рогатка – это хищник, который питается мелкими животными – насекомыми, мышами, ящерицами и даже другими лягушками. Она обитает в тропических лесах Южной Америки, где зарывается в листву, поджидая жертву. Это очень агрессивное животное, и местные жители вынуждены носить высокие кожаные сапоги, чтобы защитить свои ноги от мощных укусов. Лягушка-голиаф. Самая крупная в мире лягушка носит имя библейского героя, огромного воина Голиафа. Тело земноводного вырастает до 32 сантиметров, а вес превышает 3 килограмма. Просто как размер взрослого кролика. Мощные лапы позволяют ей прыгать до 3 метров в длину. Несмотря на габариты, выглядит этот вид как классическая лягушка. В окрасе кожи преобладает темно-зеленый цвет, а спина покрыта морщинами и бугорками. Интересно, что животное совсем не издает звуков, так как у него отсутствуют голосовые резонаторы. Лягушка-голиаф селится на побережьях тропических рек в глубинах джунглей юго-западного Камеруна и экваториальной Гвинеи. Эту даму невозможно встретить в солнечных местах. Ей необходима высокая влажность и кристально чистая вода, насыщенная кислородом. В рацион лягушки входят насекомые, моллюски, раки, рыба и другие земноводные. Галечная жаба. Это небольшое земноводное, живет в тропических и субтропических районах Южной Америки. Чаще всего оно встречается на покатых склонах гор Гвианского Нагорья в Венесуэле. Внешность у галечных жаб совсем не примечательная. Черная кожа, покрытая небольшими наростами, и миниатюрное тело длиной 2-4 сантиметра. Они отлично маскируются на поверхности скальных пород. Невзирая на посредственный внешний вид, эта лягушка впечатляет своим поведением. Она не прыгает, а передвигается мелкими шажками. В случае опасности галечная жаба буквально превращается в гальку. Животное втягивает голову в туловище, поджимает под себя лапки и со стремительной скоростью бросается вниз с горы. Выглядит как самоубийство, но так жаба убегает от хищников и благополучно приземляется в безопасном месте. Стеклянная лягушка. Знакомьтесь, это стеклянная лягушка. Нет, это не игра слов. Животное действительно выглядит так, как будто сделано из стекла. Эти лягушки вырастают всего до 2-3 сантиметров. Они имеют ярко-зеленый цвет тела с золотистыми отметинами на спине и голове. Главной особенностью представителей этого вида является полупрозрачность тела, в частности, кожных покровов. Такому феномену есть научное объяснение. Прозрачная кожа создает оптическую иллюзию и позволяет стеклянной лягушке слиться с окружающей средой. Во время дневного сна земноводные выводят эритроциты из кровотока и прячут их в печени. Так они становятся невидимыми для хищников, птиц, пауков, змей. Встретить этих удивительных существ можно в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Суринамская пипа.
Если вы сейчас кушаете, то лучше отодвиньте еду в сторону. Это земноводное, что обитает в бассейне реки Амазонки, не похоже ни на одну из лягушек. Суринамская пипа имеет сильно сплющенное квадратное тельце, покрытое морщинистой кожей серого цвета, и такую же сплющенную голову в форме треугольника. По краям плоского, как блин, тела расположены короткие тонкие лапы. У нее нет языка, зубов, только широкий рот и крохотные глаза без век. Размеры пипы варьируются от 12 до 20 сантиметров. А для защиты от хищников природа наградила ее стойким запахом сероводорода. Но самым отвратительным в этом уродливом существе является способ его размножения. Облитые семенной жидкостью яйца самка вынашивает у себя на спине в специальных дырках, похожих на соты. Через 3-4 месяца из спины мамы появляются полностью сформированные жабы. Мерзкое зрелище. Мшистая лягушка. Эта лягушка получила свое название благодаря необычной внешности. Уникальное земноводное достигает длины до 7 сантиметров и имеет круглую форму тела с короткими ногами. Его зеленовато-коричневая кожа покрыта пузырьками и бугорками, что с виду напоминает обычный мох. Так мшистые лягушки искусственно скрываются на деревьях и камнях, и пока они не начнут двигаться, вы не заметите их. Представители этого вида обитают в тропических лесах Северного Вьетнама. Они селятся в основном в небольших затопленных пещерах или дуплах деревьев вблизи ручьев и рек. Животные выходят из своих убежищ только ночью и не отходят от дома дальше, чем на 2 метра. В это время лягушки охотятся на насекомых, которыми питаются. Пурпурная или лиловая лягушка. Эта удивительная красавица очень похожа на настоящего крота. Да-да, именно на него. Тело лягушки имеет округлую форму и окрашено в пурпурный цвет. Также животное отличается маленькой головой и вытянутой узкой мордочкой. В длину оно вырастает до 9 сантиметров и всем своим видом напоминает кусок фиолетового желе. Хотя этот вид появился более 100 тысяч лет назад, но открыли его только в 2003 году. Пурпурные лягушки обитают в горных районах Западной Индии и предпочитают жить в сырых и влажных местах. Они все время находятся под землей и выходят на поверхность только в период размножения. Благодаря уникальному строению головы, лиловые лягушки легко пролазят в подземные норы. Питаются они термитами, которых извлекают из-под земли липким длинным языком. Зернистый древолаз – вид ярких тропических лягушек, которые имеют очень милую внешность, но при этом являются одними из самых ядовитых лягушек в мире. Древолазы обитают в Центральной Америке, в тропических лесах Коста-Рики и Панамы. Свое название они получили благодаря зернистой текстуре кожи на боках и спине. Эти земноводные вырастают всего до 2 сантиметров в длину. Яркий цвет служит им для предупреждения хищников о своей ядовитости. Маленькие древолазы могут быть окрашены в самые разнообразные цвета. Все дело в генетике. Как правило, в окрасе комбинируются ярко-оранжевый, зеленый и синий цвета. Также земноводные выделяются своеобразным пением, похожим на стрекотание тропической цикады. Такие звуки самцы издают в брачный период для привлечения самок. Яванская летающая лягушка. Вы считаете, что лягушки не летают? Тогда посмотрите на этих представителей класса земноводных. Яванские лягушки обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии на островах Ява, Суматра, Калитман. Они предпочитают жить во влажных джунглях и горных лесах. Животные селятся на деревьях, ведут ночной образ жизни, а на землю спускаются лишь для размножения. Узнать летающую лягушку вы можете по широкой плоской голове с желтыми глазами на выкате, а также по длинных лапах и цепких пальцах с перепонками. Тело взрослых особей не превышает 7,5 см, а кожа окрашена в изумрудно-зеленый цвет на спине и в желтый на брюхе. Но главной особенностью является способность совершать полеты на расстояние до 12 метров. Перепрыгивая с одного дерева на другое, лягушка раздувает тело, растопыривает пальцы и с легкостью планирует вниз. Антилоп
или арлекин. Яркие тропические лягушки обитают в Центральной и Южной Америке от Коста-Рики до Панамы. Они живут в горных влажных лесах и болотистой местности. На высоте около 2000 метров над уровнем моря. Антилопы имеют яркую окраску, которая бывает желтой, оранжевой, красной, зеленой и дополняется темными пятнами. За это они получили прозвище лягушки-арлекины. Земноводные достигают длины от 2 до 8 сантиметров. У них тонкие длинные конечности и пальцы, а тело покрывает гладкая бархатистая кожа. Арлекины ведут наземный дневной образ жизни и питаются насекомыми и другими беспозвоночными. Некоторые виды антилоп способны выделять через кожу токсичную слизь, парализующую нервную систему. Пустынный узкорот или короткоголов. Завершает наше видео очень прикольная лягушка из жаркой африканской пустыни. Ее можно встретить в засушливом регионе под названием Наквамаленд, в пределах ЮАР и Намибии. Узкорот имеет желто-коричневый цвет кожи, который помогает ему сливаться с окружающей средой. Земноводный отличается округлым пухлым тельцем длиной от 4 до 6 сантиметров, короткими конечностями и мордой, выпученными глазами. Лягушки очень забавно ходят пешком и обожают зарываться в песок, где проводят большую часть времени. Всемирную известность эти милые животные получили благодаря своей способности издавать забавный визг, похожий на мяуканье. Так они отпугивают врагов, привлекают партнеров, а у людей тем самым вызывают умиление. На этом у нас все, друзья. Безусловно, это лишь малая часть удивительных лягушек, существующих в природе. Мы рассказали вам об 11 самых интересных и надеемся, что вам понравилось это видео. Делитесь в комментариях, какая лягушка впечатлила вас больше всего.